Хочу поговорить о том, почему любви не существует. Любовь одного человека к другому– это соответствие видимых качеств любимого человека своему представлению о том, каким должен быть любимый человек. Это могут быть внешность, либо его личностные качества. Но это не означает, что тот, на кого распространяется симпатия, действительно соответствует видению испытывающего симпатии. Просто если мы говорим о любви не с точки зрения сугубо прагматических мотивов по отношению к другому человеку, а когда человек руководствуется субъективными мотивами, не обусловленными никакими прагматическими целями, это может быть влияние гормонов либо какое-то другое состояние, обусловленное некими внешними факторами. Так вот, любовь – это не есть что-то возвышенное, что описывается в романах и прочей романтической лабуде. Человек, наделяя это слово романтическим смыслом, на самом деле создает антипод любви нелюбовь, и он становится заинтересованным в нелюбви, равно как и в любви, так как он создал себе некое иллюзорное представление о любви как о чем-то хорошем и светлом. Он противопоставляет любви нелюбовь. То есть любящий человек будет обязательно кого-то ненавидеть, чтобы оправдать свою любовь. Именно по этой причине люди, разочаровавшиеся в своей любви, склонны к непредсказуемым действиям по отношению к своим возлюбленным и другим окружающим их людям. Получается, что сам любимый человек существует, но он перестает соответствовать представлению о чувствах любящего. На самом деле это не имеет к любви никакого отношения, потому что это всего лишь проявление человеческого эгоизма. Когда один придает значение только своему видению отношений, в итоге оказывается, что дело только в несоответствии субъективному представлению о любви. Представление о любви изначально деструктивное, потому что оно само по себе создает антипод. Любящий как бы претендует на избирательность, но я же люблю, и эта вторая половинка в кавычках, она дополняет меня, но если тебя кто-то дополняет, полноценен ли или полноценна ли ты сам или ты сама? Отсюда различного рода уходы в отношения. Человек придает значение только тому, что связано с любимым. На самом же деле он только думает о своем представлении о любви, потому что он будет постоянно терпеть крах, как только появится для этого повод в виде нелюбви. Наверное, было бы неправильно использовать словосочетание «подлинная любовь», так как я не вкладываю в это определение ничего, что было бы хоть как-то связано с предрассудками, которые оно может вызвать. Но в настоящей любви никто никому и ничему не соответствует. Любящие люди остаются абсолютно свободными. Там нет никакого контроля друг над другом, нет ревности, обиды. На самом деле это не есть идеализация отношений, как может показаться на первый взгляд. Это то, что остается, если избавить так называемые отношения от привнесенных извне смыслов, формируемых личными культурными шаблонами. Глядя на происходящее вокруг, создается впечатление, что если люди не будут заполнять совместную жизнь ревностью, контролем, общепринятыми ритуалами, клятвой верности, обязательствами, лживыми компромиссами и так далее, то им просто нечем будет заниматься. Пустота и бездействие лишили бы эти отношения даже внешней состоятельности. У подлинной любви не может быть обязательств. Часто люди думают, что если один из них будет что-то делать для своего возлюбленного, то автоматически означает ответное действие с его стороны, но это может и не происходить, потому как в подлинной любви никто никому ничего не должен. Хотя то, о чем я здесь говорю, можно отнести не только к тому, что можно назвать любовью, а просто отношением. Ведь слишком пафосный смысл приобрело это слово. Буду называть это просто отношением людей друг к другу. Наверное, странно, когда кто-то любит только какого-то одного человека, получается, что если один любит кого-то одного, то он обязательно ненавидит кого-то другого. Зачастую действие одного индивида в отношении другого связано с надеждой, что тот ответит взаимностью, но у него даже может и не быть мысли как-то отвечать, потому как это всего лишь надежда со стороны другого, что он встретит желаемую реакцию с его стороны. Обрушение его собственных надежд в отношении своего возлюбленного он может назвать предательством. Всем этим я хочу сказать о том, что любовь – это не есть направленность фокуса внимания на
отдельного человека. Любовь затрагивает в целом отношение отдельного человека ко всему, с чем он взаимодействует. Фокус же внимания на отдельном взятом человеке – это способ ухода от внутренней опустошенности, когда один нуждается в другом. Это разновидность психологической зависимости, в данном случае ее можно назвать любовной зависимостью. В чем заключается животная составляющая отношений? Некоторые называют любовью гормональное влечение, когда люди хотят вступить друг с другом в половые отношения. Может быть, это и хорошо, и это тоже можно назвать любовью, но какое отношение это имеет к чему-то романтическому? То есть весь вопрос в том, в чем заключаются мотивы того или иного взаимодействия людей, которые в свою очередь зависят от совокупности факторов. Не существует ни плохих, ни хороших отношений, так как они есть следствие определенных мотивационных причин. Что есть подлинная любовь в кавычках? Невозможно дать определение тому, что является подлинной любовью. Так или иначе, каждый будет вкладывать в это понятие свое значение, для кого-то вообще не существует такого понятия. Я даже не рассматриваю это явление как некое качество взаимодействия людей, так как это является прежде всего основой отношения человека к самому себе, и в этом отношении проявляется весь сам человек, его отношение к другим людям и ко всему миру. Можно сказать, что это центр человеческого индивида, вокруг которого формируется его субъективный мир, влияющий на субъективные миры других людей. Любовь – это не растрачивание себя, а это взаимообогащающее взаимодействие людей, затрагивающее в целом все их существование. Подлинная любовь – это когда люди становятся друг с другом свободнее, а не взаимообусловленнее. Подлинная любовь – это свобода людей, в том числе и друг от друга, а не привязанность друг к другу. Это не проекция всех своих чувств на какого-то определенного человека, а это отношение, касающегося в целом отношения к миру. Продажная суть современных отношений. Отношения являются продажными в большинстве случаев, когда один вербально или невербально требует от другого определенного изменения его поведения как ответ на свои действия. Я думаю, что эта продажность отношений возникает на фоне общего усредненного представления о правильности взаимоотношений. Человеку легче спрятаться за формой отношений, чем признать собственную несостоятельность перед самим собой. Так называемая ячейка общества – это не что иное, как часть общественной матрицы, только порабощающей человека до скончания его дней. Он предпочитает вид социальной обустроенности настоящей любви, потому что аутентичная любовь трансцендентна по своей сути и выходит за рамки социальных отношений. Более того, любовь – это внесоциальное явление. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, так как далек от оценочных суждений. Человек имеет то, чем по сути своей он сам является. Нельзя придать чему-то те свойства, которые ему не свойственны. Это можно сделать только принципиально поменяв это. Если человек выбирает усредненные отношения, то он получает усредненные результаты. Обусловленность дает только еще большую обусловленность, потому как требует отказа от личных принципов в угоду всем понятного счастья, к которому не будет никаких вопросов, ведь это стандарт, не нуждающийся ни в каких объяснениях и оправданиях. Это отвечает потребностям окружающих людей, ведь они тоже маются от собственной внутренней пустоты, которую нужно заполнить внешними раздражителями. Отказ от собственного личного достоинства – это черта, характеризующая современные отношения. Это характерно для людей, чья психология основана на чувстве вины. И один отказывается от собственного «я» и требует от другого такого же отказа от себя. Так как изначально предполагается, что люди не являются самодостаточными. Следовательно, их отношения представляют из себя некую невербальную договоренность, в которой каждый из них не принадлежит сам себе. Собственно, отказ от самого себя – это и есть то условие, на котором построены такие отношения. Это своего рода нравственная проституция ради создания вида социальной обустроенности, при которой не поддерживается ни животная природа индивида, ни ментальная. Такие отношения не подразумевают наличие личной свободы. Свобода в данном случае звучит даже
как что-то ругательное. В данном случае люди являются двумя бессмысленными кусками человеческого мяса, у которых нет ни пола, ни личности. Они лишь тешат себя наличием друг у друга половых признаков, отличающих их друг от друга, хотя по своей сути это существа бесполые. Относительность любви. Любовь, тем более в ее социальном контексте, является относительной или даже формальной, при этом непонятно, что подразумевается в данном случае под словом «любовь». Мотивом межполовых отношений служит половой инстинкт. Такие отношения сами по себе не подразумевают наличие никакой любви. Человек выполняет в данном случае биологическую функцию. Если говорить о женщине, то зачастую сталкиваюсь с тем, что женщина позиционирует себя именно как женщина, то есть речь о том, что женщина – это в первую очередь человек, даже не идет. Женская половая принадлежность в современном обществе как бы автоматически делает ее ценностью заключенной в самой себе. При этом под ценностью понимается то, что человек является просто носителем женских половых органов. Говоря о социальном аспекте таких отношений, то любой из этих людей любит до тех пор, пока не встретит того, кто, может быть, в большей степени отвечает его различным потребностям, чем нынешний партнер. Если человек любит другого и все его внимание спроецировано на того, кого он любит, то это не есть любовь. Нельзя любить то, на чем сосредоточено все внимание, и когда один пытается всеми силами удержать своего возлюбленного или возлюбленную, то это тоже не есть любовь, так как истинно любящий человек никогда не сделает зависимым своего любимого. Истинно любящий – это тот, с кем тот, кого он любит, становится более свободным, развивающимся, с кем он обретает понимание без слов. Это доверие, исходящее из сердца, а не попытка ограничить того, кого любишь. Стремление ограничить возникает от собственной ограниченности. Все внимание сосредотачивается на объекте любви тогда, когда любящий видит смысл своей жизни только в объекте любви, а это и есть зависимость, это своего рода отказ от себя ради другого, потому как отсутствует собственный смысл бытия, и поэтому все внимание приковано к отдельно взятой персоне. Это своего рода попытка возложить ответственность за свою жизнь на другого. Истинно любящие люди всегда остаются свободными друг от друга, но это не означает безразличие, это означает признание другого как свободной личности, самостоятельно выбирающей свои собственные действия. Истинная любовь – это любовь к свободе другого, это любовь, способная актуализировать его свободу, а не подавить ее. Любовь к себе – основа любой любви. Человек, который не любит себя, не может полюбить никого, его никто не полюбит. Любовь к себе – это любовь, на которой зиждется любое отношение к окружающим. В случае с отсутствием любви к себе, любящий требует от любимого человека соблюдения верности, пытаясь впихнуть его в рамки определенного поведения. Конечно, в случае, если человека родители воспитывали вне любви и всячески подавляли его личность, не поддерживая эту личность в нем, то маловероятно, что такой человек будет любить себя. В этом случае нужно научиться в первую очередь любить самого себя через полное принятие себя таким, какой он есть. И если вы полюбите себя через полное принятие себя, то в вас будут влюбляться и окружающие. Тогда ваша любовь распространится на все, и вы не будете знать, что значит зацикленность на понимании любви как чего-то ограниченного, зиждущегося на привязанности к какому-то отдельному человеку. Полюбите себя. Когда я говорю любви к себе, я вовсе не имею в виду что-то абстрактное. Абсолютно четкие критерии. Это любовь ко всем своим сферам. Телу, душе, собственным устремлениям, тем качествам, в которых вы проявляете свою неповторимость. Это сохранение того, что я называю экологичностью. Вы же не будете пить воду из лужи. Так вот, это касается и отношений с людьми. Соблюдайте экологию своих контактов, общайтесь только с теми людьми, с которыми чувствуете себя комфортно как личность, которые испытывают интерес к вашей личности. С теми, с кем вам не интересно быть самим собой, вам общаться не нужно. Распространите правила экологии на все сферы своей жизни. Если говорить обо мне, то мне достаточно просто посмотреть в глаза другому человеку, чтобы понять, будет у меня с ним контакт или нет, интересен ли он мне.
или интересен ли я ему. Все играет роль в определении уровня связи с человеком, выражении его глаз, мимики, того, что он говорит, как он это говорит. Нужно доверять в первую очередь своей интуиции в данный момент.